Уехал давно, он уехал со скуки, уехал в наш Сэмми в далекой Кентукки. Сан-Диего, Аризона Рейлвей, или невозможная железная дорога. А это самый большой сохранившийся в мире деревянный мост, причем из красного дерева, на этой самой невозможной железной дороге. Ветка железной дороги, которая соединила Сан-Диего с South Pacific Railway, была проложена через пустыни и каньоны, совершенно неподходящие для железной дороги, благодаря воле одного единственного человека, которого звали Джон Спреклс. Он построил угольный бункер, грузовые причалы, паром, трамвайную линию в Сан-Диего. Ему принадлежали газеты «Сан-Диего Юнион» и «Трибьюн». Он учредил библиотеку и построил второй по величине в Штатах театр, говорят, с прекрасной акустикой. Он построил парк Бельмонт, японские сады и пляж Мишен. Он построил вольер для слонов. Еще про него известно, что он дружил с последней королевой Гавайев Лили Акалани. Такой вот был человек. Все, чего ему не хватало, это построить железную дорогу, которая соединит Сан-Диего с South Pacific Railway. Строительство железной дороги, которая бы соединила Сан-Диего с остальным миром, было приоритетным направлением для экономического развития города. По плану ветка должна была соединить Сан-Диего с Тихуаной, пройти немного по территории Мексики, потом вернуться в Аризону и соединиться с South Pacific Railway. Но по дороге к Мексике нужно было преодолеть Гоат каньон, Козлиный каньон. И по оценкам инженеров, там нужно было пробить 17 туннелей и проложить 13 мостов. Именно поэтому все хором и называли эту железную дорогу Impossible Railway, невозможная железная дорога. Однако Спреклс решил нанести Сан-Диего на железнодорожную карту Соединенных Штатов, заключил все необходимые контракты с South Pacific Railway, и в 1907 году строительство железной дороги началось. Строили они ее без малого 13 лет, и я сейчас только коротенько перечислю то, что происходило во время строительства. Первым делом, почти одновременно с началом строительства, в 1908 году страна попала в недлительную, но глубокую экономическую депрессию. Многие проекты были закрыты за отсутствием денег, но Спреклс устоял. Далее, в 1909 году умер некто Харриман, который сотрудничал со Спреклсом со стороны South Pacific Railway. После его смерти выяснилось, что фонды растрачены, и South Pacific отменил свой контракт со Спреклсом, перестал финансировать, но это его не остановило, и он взялся финансировать железную дорогу сам. Часть дороги должна была пройти через территорию Мексики. В 1911 году в Мексике произошла революция, что тоже, конечно, сильно повлияло на сроки и планы строительства, но не остановило проект. Далее, в 1912 году начался длительный судебный процесс South Pacific Railway. Они пытались отсудить свои инвестиции, которые они изначально вложили, но Спреклс выиграл суд и вернулся к строительству. В 2016 году из-за сильных дождей переливается соседнее водохранилище и смывает несколько уже построенных мостов. Однако, я так понимаю, на эти мелочи они просто не обращают уже внимания, быстро строят мосты заново и продолжают движение. И тут как раз 17-й год, в России революция, Первая мировая война, Штаты вступают в войну, и всем становится резко не до железной дороги. Однако Спреклс продолжает стройку, как ни в чем не бывало. 1919 год. До Козлиного каньона наконец докатывается эпидемия испанки. Изможденные строители болеют тяжело и помирает каждый 10-й. Их пытаются заменить мексиканскими строителями, которые не согласны работать при таких тяжелых условиях, на жаре и почти без воды, и разбегаются кто куда. Вишенкой на торте было пробивание последнего тоннеля через абсолютно монолитную скалу по несколько сантиметров в день. Но они справились, естественно, и 15 ноября 2019 года Спреклс собственноручно с третьей попытки забил золотой костыль и сказал, что это самый счастливый день его жизни. Зная о том, чего стоило построить эту железную дорогу, конечно, больно смотреть, что сейчас все это стоит заброшенное и никому не нужное.
И я, пожалуй, не буду здесь рассказывать, почему и как это вышло. Ну вот, а следующий кусок видео, собственно, о том, как мы дошли до моста и обратно. 30 километров. Довольно тяжелый хайк. Но мы справились. Вот отчет. Полина, 2. Куда мы собираемся? Мы собираемся на мост. Как он называется? Я забыла. Так я и не знаю. Забыла, как он называется. Но Там было, правда, больше еды. Говорю, надо было еду взять побольше, а не костюм. Матвей, посмотри сюда, вот у меня полный рюкзак еды там. Короче, это illegal hike. Warning, trespassing, loitering. Forbidden by law on any portion of this railroad. Violators are subject to under section 8 No hunting, private property. Ага. Ты это все, что ты любишь, правильно? Треспассинг. Я выучил это слово. А вот первое слово loitering это что? Лотерей нельзя, значит, играть в лотерею. Все мосты тут деревянные. Цып, осторожнее. Ведь тут вот была стрелка, закрытая на замочек. И тут стоят двухъярусные поезда. Ничего себе. Опа. Со складывающимися сиденьками. Столик, что ли? Да. Слушай, вот что надо было для унемога. Это вот двойное сиденье, которое превращается в столик. И может быть в одну сторону сиденья, а может быть в другую сторону сиденья. Некоторые из туннелей закрыты, поэтому приходится идти в обход. Сколько нам еще идти, скажи еще раз. ну, я бы сказала 3-4 часа. 3-4 часа. Вот каньон. И очередной мостик. Блин, не свалиться бы. Ой, я представляю, как тут этот качало поезд на этом деревянном мосту. Тох, я боюсь, что тут цып не пройдет. Только разве что по центру. Ну, наконец-то первый туннель, который открыт. Может в конце быть закрытый, да? Вот обходная тропинка. Тоннель закрыт и придется обходить. Ой, пойдемте посмотрим. Это неудавшийся тоннель. Вау! О! Там напротив. Да, они, видимо, там хотели вести, смотрите. Вау, видимо.
задули цементной такой хренью. Номер 8 написано. Ты понимаешь, как этот замок устроен вообще? Ой, там свет в конце тоннеля. Да, нет, не рядом, далеко. Ну, веревочная лестница с 2 крюками. Закидываем туда, первый забирается. Придется идти вот. Блин, обходить целую... 5 километров всего, ты чё? Ну, только я на Охотничья маленькая собака. еще. Мне кажется, еще 1,5 часа или 2 часа осталось. Два туннеля, один с другим сразу. Туда обход идет по тоннелю. А тут был завал, смотрите. Тут обвалилось сверху. Конкретно эти камешки прилетели. Это точно не мост. И это еще пара километров как минимум, а то и 3. И главное, что тоннель ведет в одну сторону, а железная дорога ведет в другую. Что вот имелось в виду, когда... Они даже не пытались сюда рельсы проложить. О, вот тут интересно, уже по-настоящему тут стены расперло камнями. Как их... Слушайте, их проломило вообще какой-то силой. Туннель сделали. Большой, тоже высокий. Но железку не проложили. И там, похоже, завал в конце, да? Посмотрите, что там в конце. Ой, это он... А, это он так осыпался, вау. Страшно. Цып, пойдем, страшно, тут осыпь. Пойдем обратно. Слушайте, там такая страшная осыпь, его засыпала этот туннель. Там, мать, сырая земля высыпалась. Я никогда не была в таком месте. Вот он, свет в конце тоннеля. Уехал давно,
со скуки. Уехал наш Сэмми в далекой Кентукки. Уехал. Грузовик делает верных 80 миль в час. Уехал давно, его нам не жалко. Уехал давно к зеленым лужайкам. Уехал, уехал. Уехал давно, уехал со скуки. Уехал наш Сэмми в далекий Кентукки. Уехал давно к зеленым лужайкам. Уехал давно, но все-таки жалко.